течение нескольких дней мужчина замечал, что его рука опухает. Он отмахивался от этого, думая, что это просто небольшое раздражение. Но когда опухоль увеличилась и появились странные симптомы, он решил обратиться к врачу. То, что они обнаружили внутри его руки, было настолько ужасающим, что вызвало шок по всему миру. Ричард Болтон, стиснув зубы, вытер со лба холодную капельку пота и, спотыкаясь, вошел в отделение неотложной помощи больницы общего профиля, прижимая руку к груди. Казалось, что его распухшая рука вот-вот взорвется. Каждый удар был резче предыдущего. Он, пошатываясь, подошел к медсестре за стойкой регистрации. «Пожалуйста, помогите мне», — сказал он, понизив голос почти до шепота. «Пойдемте со мной», — сказала медсестра. «Мы отправим вас на обследование». Ричард кивнул, слишком напуганный, чтобы говорить. «Доктор скоро будет», — сказала медсестра, оставив Ричарда наедине с его беспокойными мыслями. Сидя на смотровом столе и прижимая к себе пульсирующую руку, Ричард пытался понять, как до этого дошло. Опухоль появилась неделю назад. Он работал внештатным фотографом дикой природы, когда получил небольшую царапину на руке, устанавливая штатив возле густого подлеска. Это не показалось ему чем-то серьезным, просто крошечный порез, который он вытер салфеткой и забыл о нем. Но вместо того, чтобы исчезнуть, опухоль стала более заметной. Ричард попробовал простые домашние средства и обезболивающие, отпускаемые без рецепта. Но ничего не помогло. В течение следующих нескольких дней опухоль распространилась на тыльную сторону ладони. Теперь даже выполнение простейших задач доставляло ему неудобства. Но именно то, что он заметил часом ранее, заставило его побежать в больницу. Ричард вспомнил этот момент. Он возился со своей сумкой для фотоаппарата, пытаясь найти запасную батарею, когда странный острый укол пронзил его руку. Это была не просто обычная скованность, это ощущалось глубже, как будто что-то ползало у него под кожей. Он опустил взгляд и увидел, что вены на тыльной стороне его ладони вздулись, почти подергиваясь в нервирующем ритме. Запаниковав, он быстро извинился, пробормотав что-то своим друзьям, и побежал к ближайшей автобусной остановке. Теперь в смотровом кабинете больницы Ричард пытался успокоить дыхание, но его беспокойство, казалось, только росло с каждой секундой. Наконец вошел высокий мужчина в белом халате, заглядывая в блокнот, который держал в руке. «Мистер Болтон, я доктор Картер», — представился он, закрывая за собой дверь. «Я не совсем понимаю, что происходит», — пробормотал Ричард, заикаясь и поднимая руку. Доктор Картер перевел взгляд на опухшую конечность и спросил: «Как давно у вас этот отек?» «Около недели», — ответил Ричард слегка дрожащим голосом. «Но до сегодняшнего дня все было не так плохо. Теперь я чувствую, что моя рука пульсирует». Доктор Картер осторожно взял Ричарда за руку, изучая ее под разными углами. «Вы можете вспомнить какие-нибудь недавние порезы или травмы?» — спросил доктор, и Ричард указал на небольшую царапину у себя на запястье. «Я поцарапался на фотосессии. Я устанавливал штатив и немного зацепился о кустарник. Я не придал этому особого значения». «Вы тщательно протерли рану?» — спросил доктор Картер, осторожно протирая царапину. Ричард пожал плечами, почувствовав прилив вины. Картер поджал губы. «Незначительный порез может привести к инфекции, если что-то попадет внутрь. Особенно на открытом воздухе существует риск заражения всевозможными бактериями или даже паразитами. Я проведу несколько тестов». Ричард почувствовал тревогу при слове «паразиты». Он встречал достаточно странных существ в дикой природе, в основном за объективом своей камеры, но мысль о том, что что-то пустило корни в его руке, заставила его вздрогнуть. «Я в опасности?» — тонким голосом спросил Ричард. «Давайте не будем забегать вперед», — ответил доктор Картер,
стараясь придать своему тону сдержанное спокойствие. «Мы сделаем рентген, возможно, сканирование и несколько анализов крови. Это может быть бактериальная инфекция или что-то совсем другое. Давайте разберемся». Ричард кивнул, хотя беспокойство все еще не покидало его. Верный своему слову доктор Картер отвел Ричарда в томографию, где техник положил его распухшую руку на холодную металлическую пластину. Аппарат щелкал и жужжал, снимая с разных ракурсов. Когда все закончилось, доктор Картер бегло просмотрел рентгеновские снимки, нахмурился и сказал, что пока нет ничего определенного, поэтому он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы дождались результатов анализа крови, но это может занять некоторое время». Плечи Ричарда поникли. Как бы ни пугали его слова о паразитах, он надеялся, что рентген покажет доброкачественную кисту или, возможно, фрагменты шипа. Доктор Картер сделал несколько кратких заметок и вручил Ричарду направление, и сказал: «Я бы хотел провести дополнительные анализы, но нет ничего настолько срочного, чтобы удерживать вас здесь сегодня вечером. Идите домой, отдохните и следите за отеком». Это было настолько неприятно, что Ричард не мог полностью это переварить. Он покинул больницу с новой волной неуверенности. В ту ночь он 3 раза резко просыпался, уверенный, что чувствует легкое движение в своей ладони. К утру он был совершенно измотан. Он пытался отогнать мысли о паразитах, убеждая себя, что предостережение врача, вероятно, ничего не значит. Но страх не ослаблял своей хватки. Каждое подергивание, каждая пульсация в руке казались ему предупреждением, которое он не мог проигнорировать. Ближе к вечеру, когда Ричард устроился на диване, чтобы поработать, зазвонил его телефон. На экране высветился номер больницы. Он поколебался секунду, затем снял трубку. «Мистер Болтон?» Напряженный женский голос произнес его имя. «Это Синтия из кабинета доктора Картера. У нас есть результаты ваших анализов. Вы можете прийти сегодня». От легкой дрожи в ее голосе у Ричарда сжалось сердце. «Все в порядке?» — спросил он, его собственный голос был едва твердым. «Я думаю, будет лучше, если доктор Картер объяснит все лично», — осторожно ответила Синтия. К тому времени, как он заехал на больничную парковку, его сердце бешено колотилось. Каждый шаг по направлению к кабинету давался тяжелее предыдущего. Медсестра, которая встретила его, выглядела почти извиняющейся, когда проводила в маленькую приемную. Доктор Картер появился несколько мгновений спустя с папкой в руках, выражение его лица было спокойным, но непроницаемым. «Мистер Болтон», — сказал он, осторожно закрывая дверь, — «мы обнаружили кое-что необычное в вашем анализе крови. У вас повышенное количество лейкоцитов, что обычно указывает на инфекцию или воспаление. Учитывая ваши симптомы, я бы хотел сделать биопсию ткани на вашей руке». Пальцы Ричарда непроизвольно дернулись, вызвав острую боль в руке. Он поморщился и посмотрел на доктора. «Биопсия? Что это такое?» Доктор Картер ободряюще улыбнулся и ответил. «Биопсия — это простая процедура, при которой мы берем крошечный образец ткани из пораженного участка, в данном случае из вашей руки. Мы изучим его под микроскопом, чтобы точно выяснить, что вызывает опухоль. Это поможет нам определить, есть ли что-то, что нам нужно устранить». Ричарда охватила нервная волна. «Хорошо», — пробормотал он дрожащим голосом. В тот же вечер в больнице поспешили подготовить амбулаторное хирургическое отделение. Ричард, одетый в легкий халат, сидел на краю стерильной кровати, глядя на слепящий верхний свет. Какая-то часть его все еще надеялась, что доктор Картер войдет и рассмеется, сказав, что это пустяки, ложная тревога. Но серьезные выражения на лицах всех сотрудников говорили ему об обратном. Что-то явно было не так. Доктор Картер вошел вместе с доктором Мединой, специалистом по инфекционным заболеваниям.
Картер спокойным, но твердым голосом объяснил. «Мы обезболим вашу руку местной анестезией, затем сделаем небольшой надрез, чтобы взять образец ткани. Если будет что-то необычное, мы постараемся немедленно удалить это». Ричард заставил себя кивнуть, у него перехватило дыхание. Тишина в комнате была оглушительной, нарушаемой только тихим звоном хирургических инструментов. Затем резкий вдох доктора Картера. «Здесь что-то есть», — сказал он внезапно, напряженным голосом. Доктор Медина слегка отстранилась, в ее голосе слышалось недоверие. «Что это такое?» Голос Ричарда сорвался, когда он напрягся, чтобы расслышать каждый шепот за хирургической занавеской. Руки доктора Картера на мгновение замерли, глаза сузились, когда он осторожно вел пинцет глубже. «Что это такое?» Ричард снова спросил, но никто ему не ответил. Затем резкий звук пинцета, упавшего на металлический поднос, разнесся по комнате. Доктор Медина резко отступила назад, подняв руку, чтобы подать знак медсестре. «Немедленно уберите это», — приказала она, и в ее голосе прозвучала настойчивость. Доктор Картер недоверчиво выдохнул, уставившись на предмет в подносе. «Он живой», — сказал доктор почти про себя. У Ричарда пересохло во рту. Голос с трудом вырвался из горла. «Жив? Что-то живое было у меня в руке». Доктор Медина старалась сохранять спокойствие. «Нам понадобится подтверждение патолога-анатома, но, похоже, это насекомое жило у вас в руке. Это может объяснить, почему ваш организм так сильно отреагировал». Руки Ричарда задрожали, когда он услышал ее слова. Что-то жило внутри него, возможно, питалось им. Теперь все обрело смысл. Доктор потратил еще 20 минут на тщательную очистку раны, чтобы убедиться, что ничего не осталось. Доктор Картер зашил разрез и кивнул Ричарду. «Ты отлично справился», — сказал он, снимая перчатки. «Мы оставим тебя здесь на ночь и сделаем еще несколько снимков, чтобы убедиться, что у нас все в порядке. Мне жаль, что так получилось, Ричард, но настаивать на дополнительных анализах будет правильным решением». На следующее утро доктор Картер навестил Ричарда в палате, чтобы получить дополнительную информацию. Паук, относящийся к тропическому виду отшельников, вероятно, зарылся в кожу Ричарда во время его пешего похода неделями ранее. Пойманный в ловушку под поверхностью, он выжил, питаясь крошечными кровеносными сосудами и тканями, вызывая отек и раздражение, которое испытывал Ричард. Паука отправили в лабораторию для дальнейшего изучения, а Ричарду наложили швы и отправили домой, дав антибиотики и противовоспалительные препараты. В течение следующих нескольких дней опухоль на его руках исчезла, и он полностью восстановил функцию пальцев. Но на этом история не закончилась. Обнаружение живого паука в руке Ричарда привлекло внимание ученых. Они были поражены способностью паука выживать в такой необычной среде. Случай Ричарда был описан в медицинских журналах как одно из самых редких паразитарных поражений, когда-либо зарегистрированных, что озадачило исследователей и вызвало вопросы о том, как такое вообще могло произойти. Это открытие потрясло весь мир. Дорогие зрители, что бы вы сделали, если бы обнаружили, что внутри вашего тела живет паук? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.